Здравствуйте. Скажите честно, сколько выходных вы провели, согнувшись над грядками в бесконечной войне с сорняками? Сколько раз вы с тревогой осматривали свои томаты, боясь увидеть первые признаки фитофторы после очередного дождя? Мы привыкли считать, что богатый урожай – это всегда тяжелый изнурительный труд, боль в спине и мозоли на руках. Но что, если я скажу вам, что природа уже придумала механизм, который сделает всю грязную работу за вас? Сегодня я раскрою вам секрет, который опытные огородники называют картонным золотом. Это не просто способ сэкономить на мульче. Это радикально иной подход к земледелию, позволяющий создать идеальную экосистему прямо у вас под ногами. Мы поговорим о том, как обычные упаковочные коробки, которые большинство людей выбрасывает на свалку, могут превратить ваш участок в зону отдыха, а не каторги. В этом видео мы вместе разберем, как забыть о тяпке и лопате, как навсегда закрыть вопрос с прополкой и, что самое важное, как создать непреодолимый барьер для фитофторы. Вы узнаете, почему почвенные обитатели будут вам благодарны, и как именно слой гофрокартона запускает процесс регенерации земли, делая ее рыхлой и невероятно плодородной без единого грамма лишней химии. Приготовьтесь, ведь после просмотра ваши взгляды на садоводство изменятся навсегда. Добро пожаловать в мир ленивой, но невероятно эффективной грядки. Давайте на мгновение отвлечемся от привычных советов и заглянем вглубь процессов, которые происходят в почве. Почему обычный картон дает такой ошеломительный эффект? Чтобы вы доверяли этому методу, важно понимать его физику и биологию. Первое, что вы обеспечиваете, укладывая картон, это полная блокировка фотосинтеза. Сорняки, какими бы агрессивными они ни были, не могут существовать без солнечного света. Под плотным слоем целлюлозы даже самый упрямый пырей или вьюнок теряют силы и постепенно превращаются в органическое удобрение, питая ту самую землю, которую они раньше истощали. Вам больше не нужно вырывать их с корнем, вы просто лишаете их права на жизнь, не нарушая при этом структуру почвы. Но самое интересное происходит на микробиологическом уровне. Картон – это чистая целлюлоза, любимое лакомство дождевых червей и полезных почвенных грибов. Когда вы закрываете землю этим щитом, под ним создается идеальный микроклимат. Там всегда темно, влажно и сохраняется стабильная температура. Это настоящий рай для почвенной биоты. Черви начинают активно перерабатывать картон и органику под ним, превращая ваш огород в биофабрику по производству гумуса. Земля становится настолько рыхлой, что в конце сезона вы сможете погрузить в нее руку по локоть без каких-либо усилий. А теперь главный секрет борьбы с фитофторой. Как вы знаете, споры этого коварного грибка зимуют в почве. Во время дождя или полива капли воды ударяются о землю и вместе с микрочастицами грязи рикошетят на нижние листья ваших томатов. Именно так начинается эпидемия. Картонный слой служит непреодолимым физическим барьером. Он полностью исключает контакт растения с зараженной почвой и брызгами. Более того, картон впитывает лишнюю влагу, не давая ей испаряться и создавать под кустами эффект бани, который так любит фитофтора. Вы создаете вокруг своих посадок зону стерильности и комфорта, защищая их естественным путем без применения тяжелых фунгицидов. Таким образом, выбирая этот метод, вы не просто упрощаете себе жизнь. Вы восстанавливаете природный баланс, где каждый слой картона работает как фильтр, утеплитель и источник плодородия одновременно. Теперь, когда мы разобрались с наукой, давайте перейдем к практике. Ведь не каждый лист бумаги станет тем самым золотом для вашего сада. Чтобы ваши грядки приносили пользу, а не проблемы, вам нужно научиться выбирать правильный материал. Самый ценный ресурс для вас – это обычный коричневый гофрокартон. Его легко узнать по характерному слоеному строению. Два плоских листа, между которыми зажат волнообразный слой. Почему именно он? Все просто. В его производстве используется обычный крахмальный клей, который абсолютно безопасен для вашей почвы и ее обитателей. Коробки из-под телевизоров, холодильников или заказов из маркетплейсов – это идеальный строительный материал. Также вы можете смело использовать крафт-бумагу и яичные лотки, они быстро разлагаются и отлично удерживают влагу. Однако будьте внимательны, на вашем участке нет места глянцу. Если вы видите, что картон блестит на солнце или покрыт тонкой полимерной пленкой, отложите его в сторону.
Такая бумага не пропускает ни воду, ни воздух, а продукты ее распада могут быть токсичны. Также я настоятельно рекомендую избегать картона с обилием яркой цветной печати. Стандартные черные надписи логотипа, как правило, не представляют опасности, но кислотные цвета могут содержать тяжелые металлы. Перед тем, как укладывать картон на землю, проведите небольшую хирургическую операцию. Обязательно удалите весь пластиковый скотч, наклейки и металлические скобы. Если скотч останется в земле, он будет лежать годами, мешая корням растений и превращаясь в мусор. Поверьте, потраченные 5 минут на подготовку избавят вас от необходимости выковыривать пластик из грядки через несколько лет. Где же взять столько картона, если вы планируете застелить большой участок? Не спешите его покупать. Пройдитесь по ближайшим магазинам электроники или мебельным центрам. Для них это мусор, от которого они рады избавиться, а для вас это фундамент будущего урожая. Зачастую достаточно просто договориться с персоналом, и к вашему следующему приезду вас будет ждать целая гора бесплатного и бесценного материала. Помните, в деле ленивого огородничества ваша главная задача – заставить ресурсы города работать на процветание вашей дачи. Многие из вас, возможно, сейчас удивятся, но для создания идеальной грядки вам придется забыть о самом главном инструменте дачника. Уберите лопату в самый дальний угол сарая. Наша задача – не разрушить структуру почвы перекопкой, а мягко ее преобразить. В традиционном садоводстве мы привыкли переворачивать пласты земли, обнажая корни сорняков, но этим мы лишь поднимаем на поверхность новые семена, которые дремали в глубине годами. В методе ленивой грядки мы пойдем другим путем. Первым делом оцените состояние вашего участка. Если на выбранном месте стоит стеной высокая трава, это не проблема, а ваше будущее удобрение. Не нужно ее вырывать. Просто притопчите ее или пройдитесь триммером, оставляя всю зеленую массу лежать на месте. Эти придавленные сорняки станут первым слоем органики, который под картоном начнет быстро перегнивать, отдавая азот почве. Если ваша земля очень сухая и твердая, как камень, я советую вам обильно пролить ее водой за день до начала работ. Влага должна проникнуть глубоко, чтобы разбудить жизнь под будущим укрытием. И вот здесь я поделюсь с вами важным профессиональным секретом. Перед тем, как класть первый лист картона, рассыпьте по траве небольшое количество азотистого удобрения. Это может быть мочевина, гранулированный куриный помет или просто настой скошенной травы. Зачем это нужно? Азот станет топливом для бактерий, которые будут переваривать и траву, и сам картон. Это запустит процесс ферментации, и ваша грядка начнет готовиться сама по себе. Выбирая границы будущей посадки, не бойтесь заходить на целину. Картон настолько силен, что способен перевоспитать даже самый запущенный пустырь. Главное, убедитесь, что поверхность относительно ровная, без глубоких ям и высоких кочек, чтобы картон плотно прилегал к земле. Чем меньше воздушных карманов останется под бумагой, тем быстрее черви приступят к своей работе. Посмотрите на этот процесс как на закладку фундамента. Вы не боретесь с природой, вы просто направляете ее силу в нужное вам русло. Минимум усилий, отсутствие пыли и никакой боли в пояснице. Именно так начинается путь к небывалому урожаю. Теперь, когда площадка готова, мы перейдем к самому творческому этапу – сборке нашего слоеного пирога. Пришло время приступать к самому ответственному моменту – созданию того самого слоеного пирога, который превратит ваш участок в плодородный оазис. Сборка грядки – процесс почти кулинарный, где каждый ингредиент имеет свое значение. И фундаментом нашего блюда, конечно же, станет подготовленный картон. Укладка картона – это не просто хаотичное разбрасывание листов. Здесь есть одно золотое правило, которое нельзя нарушать – нахлёст. Помните, сорняки – невероятно живучие существа. Они будут искать малейшую лазейку, чтобы пробиться к свету. Поэтому кладите листы так, чтобы они перекрывали друг друга минимум на от 15 до 20 сантиметров. Если вы оставите даже крошечную щель, через месяц там обязательно вырастет самый крепкий одуванчик в вашей жизни. Не жалейте материала, делайте слой плотным и надежным. Если картон тонкий, смело кладите его в 2 слоя. Как только вы застелили площадь, картон нужно хорошенько намочить. Поливайте его из шланга до тех пор, пока он не станет мягким и не облепит неровности почвы. Мокрый картон не только лучше прилегает, но и становится доступным для микроорганизмов гораздо быстрее. А теперь переходим к начинке.
Поверх мокрого картона мы начинаем укладывать органические слои. Первый слой – это ваша грубая органика – солома, сено или подсушенная скошенная трава. Этот слой обеспечит аэрацию и станет отличным домом для полезных насекомых. Высота этого слоя должна быть от 10 до 15 сантиметров. Не пугайтесь объема. Под собственным весом и после дождей он осядет в несколько раз. Следующий слой – это то, что даст вашим растениям питание прямо сейчас. Зрелый компост или качественный перегной. Если у вас его немного, не обязательно засыпать всю поверхность грядки толстым слоем. Вы можете распределить его локально, именно в тех местах, где планируете делать лунки. И, наконец, финальный штрих – слой мульчи. Лучше всего подойдет чистая солома или хвойный опад. Это придаст вашей грядке эстетичный вид и защитит питательный слой от высыхания на солнце. Такой пирог работает как аккумулятор. Картон снизу блокирует врагов и удерживает влагу. Органика посередине перегнивает и выделяет тепло и питание, а верхний слой мульчи сохраняет всю эту систему в рабочем состоянии. Вы создали не просто грядку, а автономную систему жизнеобеспечения для ваших растений. Когда ваш слоеный пирог готов, может возникнуть закономерный вопрос: как же пробиться сквозь эту броню из картона и мульчи, не превратив грядку в хаос? Здесь вам не понадобятся ни тяжелые грабли, ни лопата. Мы будем действовать точечно и аккуратно, сохраняя целостность созданной экосистемы. Для начала определитесь с разметкой. Одно из главных преимуществ такой грядки в том, что вам больше не нужно оставлять огромные междурядья для прополки, ведь полоть ничего не придется. Вы можете сажать растения более компактно, создавая живой купол из листьев, который будет дополнительно притенять почву. Возьмите обычный строительный нож или острый садовый совок. В выбранном месте аккуратно раздвиньте верхние слои мульчи и сделайте в картоне X-образный надрез. Размеры разреза должны быть ровно такими, чтобы в него прошла корневая система вашей рассады. Отогните края картона вниз, в сторону почвы. Под ним вы увидите влажную темную землю, которая уже начала менять свою структуру. Теперь секрет стартового капитала. В каждой такой прорези мы создаем небольшую лунку, вынимая буквально горсть родного грунта. Вместо него добавьте в лунку смесь хорошего биогумуса, немного золы и, если почва тяжелая, горсть песка. Это создаст для молодого растения идеальные условия в первые недели жизни. Когда вы помещаете саженец в эту лунку, следите за тем, чтобы края картона не прижимали стебель слишком плотно. Оставьте растению пространство для дыхания. После посадки верните края картона и слой мульчи на место, максимально придвинув их к стеблю растения. Таким образом, вся поверхность грядки останется закрытой, а ваша рассада окажется в небольшом уютном гнезде. С этого момента сорняки не смогут конкурировать с вашим культурным растением за свет и питание, а влага из лунки будет испаряться в разы медленнее. Такой метод посадки минимизирует стресс для рассады. Вы не тревожите корни соседних растений, не переворачиваете пласты земли и не нарушаете покой дождевых червей, которые уже вовсю трудятся под вашим картонным золотом. Вы увидите, насколько быстро приживется рассада в такой комфортной, защищенной среде. Для каждого, кто хоть раз выращивал томаты, слово фитофтора звучит как приговор. Этот коварный грибок способен за считанные дни превратить цветущий сад в черное пепелище. Но именно здесь ваше картонное золото превращается из просто удобной грядки в настоящую крепость. Давайте разберем механику этой защиты, чтобы вы понимали, почему ваши растения теперь в безопасности. Главный путь заражения фитофторой – это контакт листьев с почвой. Споры грибка годами дремлют в земле, ожидая тепла и влаги. Как только начинается полив или проходит первый летний дождь, капли воды, ударяясь о голую землю, выбивают из нее микроскопические частицы грязи вместе со спорами. Этот невидимый грязный туман оседает на нижних листьях томатов, и болезнь начинает свой марш. Укладывая картон и слой мульчи, вы полностью разрываете эту цепочку. Капля дождя теперь ударяется о мягкую солому или плотный картон, которые гасят энергию удара и не дают спорам ни единого шанса подняться в воздух. Кроме того, фитофтора обожает высокую влажность воздуха при застое тепла, тот самый эффект теплицы под кустами. Картон обладает уникальной гигроскопичностью. Он работает как мощный буфер. Когда влаги слишком много, он впитывает ее в себя,
забирая излишки из приземного слоя воздуха. Когда же наступает засуха, он медленно отдает ее корням, не позволяя земле трескаться. Таким образом, под вашими томатами всегда сохраняется сухой и здоровый микроклимат, в котором грибковые заболевания просто не могут развиваться. Я дам вам еще один важный совет. При посадке томатов в картонную грядку не бойтесь удалять самые нижние листья, которые находятся близко к уровню мульчи. В сочетании с картонным барьером это создает идеальную вентиляцию. Вы заметите, что даже в самые дождливые и туманные годы, когда у соседей томаты начнут чернеть, ваши кусты останутся ярко-зелеными до самого конца сезона. Вы больше не зависите от графиков обработки жесткими химикатами или медсодержащими препаратами. Ваша защита — это физика и правильная организация пространства. Теперь ваши томаты могут направить все свои силы не на борьбу за выживание, а на налив крупных, сочных и экологически чистых плодов. Многие огородники, привыкшие к классическому труду, часто задаются вопросом: неужели теперь действительно можно ничего не делать? Скажу вам честно, уход все же потребуется, но он будет кардинально отличаться от той каторги, к которой вы привыкли. Ваша главная задача теперь — не мешать природе делать свою работу, лишь слегка корректируя процесс. Первое, что вас удивит, это полив. Вы заметите, что подходить к грядке со шлангом или лейкой вам придется в 3, а то и в 4 раза реже. Картон и слой органики сверху работают как идеальный термос, удерживая влагу в почве неделями. Но как правильно поливать? Не нужно пытаться пробить сухой картон струей воды. Просто направляйте воду прямо в те X-образные разрезы, которые вы сделали при посадке. Со временем, когда картон напитается влагой, он начнет пропускать воду по всей своей площади, действуя как огромная губка. Вы увидите, что земля под ним всегда остается рыхлой и влажной, даже если на улице стоит 30-градусная жара. Что касается подкормок, то здесь вас ждет приятный сюрприз. Ваша грядка — это живой организм. Дождевые черви, привлеченные целлюлозой картона, постоянно перерабатывают органику, превращая ее в самый качественный биогумус прямо у корней ваших растений. По сути, вы создали систему непрерывного питания. Однако, если вы видите, что вашим тяжеловесам, например, кабачкам или крупноплодным томатам, нужно чуть больше сил, вы можете использовать жидкие органические удобрения. Просто подливайте их в те же посадочные отверстия. Этого будет более чем достаточно, так как питательные вещества не будут вымываться из почвы и не достанутся сорнякам. В течение лета я советую вам иногда заглядывать под край картона. Если вы увидите там обилие белых нитей, не пугайтесь. Это полезная почвенная грибница, ваш союзник в борьбе за урожай. Единственное, за чем стоит следить, это толщина верхнего слоя мульчи. Если сено или трава сильно осели и обнажили картон, просто подбросьте сверху немного свежей органики. Картон не должен пересыхать на солнце, он должен всегда оставаться влажным и рабочим. Такая эксплуатация грядки превращается в приятную прогулку. Вместо борьбы с сорняками вы будете просто наблюдать, как ваши растения набирают мощь, подпитываемые невидимой, но невероятно эффективной силой картонного золота. Когда наступают первые холода и сезон подходит к завершению, у многих из вас возникнет логичный вопрос: а что делать с этим слоеным пирогом теперь? Нужно ли сгребать остатки картона и перекапывать землю на зиму? Мой ответ вам очень понравится. Оставьте все как есть. В этом и заключается магия накопительного плодородия. К осени вы заметите, что ваш картон стал хрупким, потемнел, а местами и вовсе превратился в труху. Это отличный знак. Это значит, что армия микроорганизмов и дождевых червей успешно справилась со своей задачей. За лето они переработали целлюлозу и органику, создав под укрытием слой чистейшего гумуса. Если вы аккуратно приподнимете остатки картона, вы не узнаете свою землю. Она станет темной, рассыпчатой и наполненной жизнью. Вместо того, чтобы хвататься за лопату, просто удалите сами кусты от плодоносивших растений, срезая их у самого корня. Корни, оставшиеся в земле, перегниют за зиму, создав каналы для воздуха и воды. А сверху, прямо на остатки старой мульчи и недоеденного картона, я рекомендую уложить новый слой органики. Опавшую листву, ботву здоровых растений или скошенную под зиму траву. Это станет одеялом для вашей почвы, которое защитит ее от глубокого промерзания и выветривания. На второй год работа с этой грядкой станет еще проще. Вам не придется снова укладывать сплошной слой картона, если сорняки были успешно побеждены. Достаточно будет лишь слегка обновить мульчу.
Но если вы решите расширить свой огород или заметили, что особо стойкие многолетние сорняки пытаются вернуться, просто положите новый лист картона поверх старого слоя и повторите процесс. С каждым годом такая грядка будет становиться все богаче. Вы заметите, как меняется структура вашего участка. Там, где раньше была тяжелая глина или безжизненный песок, появится настоящий черный шоколад. Плодородная, рыхлая почва, в которую весной можно будет сажать рассаду буквально голыми руками. Вы создали самовосстанавливающуюся систему, которая с годами требует все меньше вашего вмешательства, принося при этом все более стабильные и здоровые урожаи. Подводя итоги нашего сегодняшнего путешествия в мир картонного золота, я хочу, чтобы вы взглянули на свой огород не как на поле боя, а как на пространство для сотворчества с природой. Мы с вами разобрали путь от обычной упаковочной коробки до процветающей здоровой грядки, которая сама защищает себя от сорняков и болезней. И теперь вы видите, секрет небывалого урожая кроется не в количестве потраченных часов с тяпкой в руках, а в мудрости принятых решений. Давайте на секунду посчитаем вашу выгоду. Вы сэкономили сотни часов, которые раньше уходили на изнурительную прополку. Вы сберегли свои средства, отказавшись от покупки дорогостоящих ядохимикатов против фитофторы и бесконечных минеральных удобрений. Но самое главное, вы сохранили свое здоровье и спину, превратив работу на земле в чистое удовольствие и своего рода медитацию. Теперь ваше время на даче принадлежит вам и вашим близким, а не бесконечной борьбе за выживание культурных растений. Метод ленивой грядки – это не просто агроприем, это философия уважения к живой земле. Мы перестаем насиловать почву перекопкой, мы перестаем заливать ее химией. Вместо этого мы даем ей защиту, питание и покой, а она отвечает нам старицей, одаривая плодами, вкус которых невозможно забыть. Попробуйте в этом сезоне сделать хотя бы одну такую грядку. Сравните результат, почувствуйте разницу в усилии и отдаче. Я уверен, что уже через год вы с улыбкой будете вспоминать те времена, когда считали лопату своим главным помощником.